Друзья, зрители этого киберспортивного канала, любители посмотреть наши трансляции или же просто поиграть в игру, неважно, всем здравствуйте. У нас сегодня грандиозное событие, миллион на нашем киберспортивном канале, и в честь такого грандиозного события мы собрались с Ромой, нашим киберспортивным менеджером игры, для того, чтобы обсудить мобильный киберспорт. Ром, привет. Привет, Антон, привет, зрители. Давно уже стоило собраться с вами здесь, пообщаться. Давайте поднимем тему киберспорта в Standoff 2. Суть всего подкаста — понять, как изменилась сцена за эти 1,5 или 2 года. И, Ром, давай сразу же вопрос к тебе. У нас раньше не было как таковых нормальных турнирных ни трансляций, ни операторов. То есть были какие-то турниры, но там был минимальный призовой фонд, очень некачественное оформление и так далее. То есть попробуй просто оценить, на каком уровне у нас киберспорт сейчас. Да, все так. На данный момент киберспорт находится на начальном этапе становления. У нас уже есть большое количество турнирных событий, спонсоров, есть игроки и фанаты, турнирные операторы, студии трансляций с мировым именем. Но для полноценной экосистемы киберспорта нам недостает еще нескольких моментов. Поэтому мы планомерно идем по пути развития целостности экосистемы киберспорта в Standoff 2. Раз у нас есть спонсора, фанаты, команды, уже появились турнирные операторы, то чего нам тогда не хватает? На самом деле немногого. Нам нужно большое количество киберспортивных организаций по всему миру, подключение других регионов к официальной серии турниров. Также нужны спонсора для самих команд, а не только турниров. И все это, конечно же, не окончательный список, но данные задачи стоят особняком. Когда ты пришел на должность, в каком состоянии была сцена? То есть какие были игроки, турниры, все что угодно? В тот момент существовало множество небольших лиг, которые делали все, кто хотел. Не могу сказать, что все было плохо, конечно, нет. Была небольшая часть организаторов, которая делала события и сильно выделялась из общей массы. Взять, например, CyberStars. Ребята не просто делали события, но и участвовали полноценно в жизни киберспортивного комьюнити. Они помогали совету организаторов принимать решения по дисциплинарным вопросам. Также они делали турниры, перенимали опыт от других организаторов и делились своим собственным опытом. В конце концов, именно они были выбраны в роли организатора на первый и второй майнер в 2022 году, когда наша официальная лига только запускалась. Грандиознейшее событие, начало, и вы на миноре. Счету, как говорится, игра была равна, играли два равных оппонента. И сейчас... Расскажи, каким был киберспорт в 2019-2021 годах? В то время это было некое соревнование между друзьями в комьюнити. И никто не занимался этим вопросом всерьез, там, или ради денег. На трансляциях у нас по стендоффу раньше можно было увидеть, что комментатор после игры очередной мог зайти в другую игру, и это было не на суперсерьезном уровне тогда. Да, это тычка, это получается... Ой-о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 й! Элит выигрывает. Элит Вообще, выигрывает 88. просто. Ну что, пойдем в Майнкрафт? Мы смотрели за блогерами, блогеры очень сильно развивались в тот момент, и качество видеороликов было сильно выше, чем качество трансляций, и тем более киберспортивных. И тогда появилось желание заниматься именно трансляциями и повысить их уровень. Я в этом полный профан, и пришлось начинать изучать трансляции с нуля. Мы сделали свою первую трансляцию с человеком, который отвечал отдельно за картинку, ведь раньше комментатор должен был сам комментировать и при этом менять картинки, следить за игроками, а мы первые вообще в стендоффе, кто сделал под эту историю отдельного человека.
В принципе, уже после этого появились трансляции с вебками, и тогда мы думали, что мы на высоте. Вебками в каком плане? То есть у вас стример одновременно комментировал игру, и у него была веб-камера, правильно понимаю? Да, это были, получается, стример, да, у него это была первая трансляция там зимнего сезона. У нас впервые вообще в комьюнити, когда веб-камера была у комментатора, и это было круто. То есть был комментатор, и были отдельные люди, которые стояли там за продакшеном, и которые переключали все это дело. А до этого, опять же, как ты правильно сказал, просто пытаюсь скомпилировать, комментатор одновременно комментировал, переключал все сцены, все окна, и при этом при этом еще умудрялся комментировать и следить за игрой. Я понял. Кринж, короче, был. Полный кринж. Хорошо. Хорошо, расскажи, почему вы пропали с радаров, то есть перестали делать свои турнирные сезоны, и вообще до какого момента вы смогли так просуществовать? С радаров пропали больше по моей вине. Большая часть команды уже к тому времени разбежалась, у кого-то учеба, у кого-то более выгодные предложения, а я в одиночку уже просто не мог тягаться с нарастающей конкуренцией. И в целом у игры появилась серьезность, а свою ту серьезность мы просто не успели. Но думаю, что я уверен, что мы начнем весь этот путь еще раз. Я уверен, что мы найдем и спонсоров, и проведем ивенты вообще уже скоро. То есть проблема основная заключается в том, что раньше мог заниматься киберспортом кто угодно мог приходить делать турниры, а сейчас, просто уже так просто не получается, да? Нет, вовсе нет. Киберспортом может абсолютно везде заниматься кто угодно, неважно в какой игре, в каком направлении. Киберспортом может заниматься кто угодно. И созданием турниров, и это единственное, что просто сейчас уровень, порог, вхождения намного выше, чем был раньше. То есть, если раньше студия могла поддерживать кого угодно, кто только начинал этим заниматься, то сейчас просто ты должен доказать, что ты достоин, что ты можешь на самом деле организовывать какие-то хорошие ивенты, что тебя стоит поддержать. То есть, если раньше мы могли просто заручиться поддержкой разработчиков, призовой фонд дать в виде игровой валюты, то сейчас это нужно делать в виде реальных денежных средств. Так, Кстати, можешь рассказать, почему вот ты заикнулся про игровую валюту, насколько уже не актуально делать турниры на ту же самую голду, как раньше они все были? Слушай, я не знаю, я до сих пор уверен, что это актуально. Актуально просто, если раньше мы делали это для топ-1 игроков, да, то есть, можно сказать, лучших из лучших, то сейчас эта актуальность немножко подупала в том плане, что это можно делать для каких-то ребят, которые только-только начинают свой путь в киберспортивном комьюнити. И я думаю, это актуально для них. То есть для них проводить ивенты на игровую валюту — это классно, это развивает, то есть это развивает в первую очередь их игру, их наигранность на турнирных событиях и дает ему такие вот прикольные призы. Почему нет? Вот, для топ-1 команд это уже, конечно, не то. Нет, ты знаешь, если бы там голды было, я не знаю, 10 миллионов, то почему бы и нет? А что, ты купишь все скины? Скины равно скилл, Это правда. Студия все время так или иначе поддерживала турнирные события в стендов, но за последние годы качество и количество турниров оставляли желать лучшего. Дабы защитить игроков и дать киберспорту в нашей дисциплине официальное направление, была создана идея некая официальной лиги, где идет разделение между онлайн-турнирами для возможности подключать к турнирам все больше новичков, так и флагманские события с LAN-форматом, куда попадают только самые лучшие. Что за эмоции? Вот это да! Вот этого мы ждали! Horizon оформляют камбэк 2-2, и как будто бы 4 карт не было, как будто все сначала. Мало КП у него, закрывают, и счет становится 3-0, но бомба опять была установлена. Теперь Star Fox на той же самой позиции бросает от себя Что он смачок, делает? выпрыгивает! Нет, он не Да справляется! Horizon заберут этот раунд, раздевая пачку, серьезно, друзья? Даже если не получается, вы выиграете. У нас есть
есть у вас появилась целая полноценная киберспортивная лига. Хорошо, но если что, я напоминаю зрителям, то что в Voxel есть киберспортивная лига, она состоит из майнера и мейджора, которые были введены в 2022 году. И для чего она была создана? Как и говорилось ранее, нам хотелось защитить игроков от мошеннических проектов и лишней головной боли вопросов, а какой же турнир нам сыграть, чтобы нас не обманули. Также нам хотелось, чтобы все турниры в игре действовали по некому стандарту, который мы составили. И, конечно же, главная цель официальной лиги — это соединить воедино множество различных регионов по всему миру, для того, чтобы соревновательная сцена в стендоффе соревновалась между собой на самом высочайшем уровне. Каковы плюсы и минусы такой лиги? Самый главный плюс — это, несомненно, надежность лиги и ее долговечность. События будут проходить не 1 или 2 года, они будут регулярными. Все обещания, которые даются в преддверии таких событий, выполняются, а игроки получают возможность прикоснуться к высокому уровню киберспортивных событий. Что касается минусов, то здесь можно выделить разве что прекращение деятельности небольших организаций, которые не могут проводить достаточное количество турниров просто потому, что уровень конкуренции сильно возрос после появления официальной лиги. Но кроме них есть еще и коммерческие. Так вот, объясни, в чем отличие коммерческих от... То есть чем отличаются коммерческие турниры от вашей официальной лиги? Целью. Наша серия турниров направлена на репутационную историю. Мы не ставим перед собой целью заработок на киберспорте или продвижение какого-либо продукта, кроме нашей дисциплины. Коммерческие турниры же всегда преследуют цель продвижения продукта спонсора данного события. Как правило, у таких турниров нет регулярности, и в один год таких событий может быть несколько, а в другой не будет ни одного, в отличие от официальной серии турниров, которая будет проводиться регулярно. Почему мы до сих пор не увидели полноценного LAN-турнира? Полноценный LAN-турнир — это большая ответственность перед командами, зрителями, игроками и их родителями. Нельзя просто взять и провести LAN-турнир. Кроме того, из-за загруженности игроков могут возникнуть проблемы, чтобы, так сказать, выдернуть игроков из их обычной жизни, где они должны заниматься своими прямыми обязанностями, например, учебой. В общем, для проведения полноценного LAN-турнира нужна полная уверенность в своих силах. Пока что ее нет, и не хочется испортить праздник киберспорта неверными решениями со своей стороны. На официальных событиях вы постоянно увеличиваете призовой фонд турнира, и вопрос, будет ли он дальше расти, либо же вы планируете остановиться на какой-нибудь конкретной цифре? Пока у сообщества будет интерес, мы будем продолжать увеличивать как качество событий, так и призовые фонды турниров. Здесь все зависит не совсем от нас, но со своей стороны мы постараемся приложить максимум, чтобы продолжать повышать качество турниров, их количество и их призовые. Расскажи, что произошло на мажоре, потому что мы все помним, что там была прям большая угроза переноса турнира, и как вы с этим справились? Да, действительно, угроза переноса была, и я даже скажу более, не просто переноса, а отмены проведения финала, просто потому что ситуация в городе была максимально нестабильна, и никто до самого конца вообще даже не мог предположить, сможем ли мы провести этот турнир на арене, или нам придется переносить финал в онлайн. Но в итоге все-таки все разрешилось. Мы вместе с организаторами проводили дни и ночи для того, чтобы решить вопросы с ареной, решить вопросы с местными управляющими в городе. И в конце концов добились того, что на финал пришло огромное количество народу, все игроки и зрители были счастливы. Мы наконец-то смогли дать полноценный праздник киберспорта. Как ты вообще относишься к тому, что у нас по факту тир-1 команд, там 3-4 от силы? Я не совсем этим доволен, но винить эти команды нельзя. Ребята делают то, что необходимо, и регулярно занимают призовые места. Получают инвайты на события. Это плоды их работы, и здесь все честно. Другим командам нужно просто стремиться к уровню этих топ-4, чтобы потом можно было сказать, что у нас на сцене много конкурентоспособных коллективов. За прошлый год у нас были официальные турниры, но их как будто бы было вообще не так много. Как планируется с этим бороться? Да, действительно, за 2022 год прошло не так много турниров, как хотелось бы, но уже в 2023 году мы изменили эту ситуацию.
Перво-наперво мы решили поплотнее работать со спонсорами, которые заинтересованы в проведении коммерческих турниров по Standoff 2. И также у нас появилась новая серия турниров Epic Standoff 2, которая станет такой же регулярной, как и серия официальных турниров. В этом году наша компания заключила эксклюзивное соглашение на проведение турниров с разработчиком игры Axel Bolt. Мы со Standoff'ом плотно будем общаться как минимум в ближайшие 3 года, а я уверен, что еще гораздо дольше. Соответственно, во втором полугодии 2023 года с 2 ног ворвались в проведение турниров, в организацию, провели уже 5 Epic Standoff'ов, это турниры, которые проводит наш холдинг, и совместно, соответственно, с разработчиками провели уже 2 минора, 1 бразильский, 1 для СНГ, и вот сейчас проводим мажор. Мы с ребятами из Epic Sports Events на данный момент являемся партнерами. Для большинства из вас это почти ничего не значит. Для каких-то сторонних организаторов это означает то, что теперь все официальные турниры по Standoff'у будут проводить ребята из Epic Sports Event. Чем это хорошо конкретно для нас, объясню. На данном этапе развития киберспорта в Standoff'е нам нужна стабильность. И стабильность можно получить только за счет того, когда ты сотрудничаешь с большим партнером. И этот большой партнер знает, как нужно делать дела, знает, как развивать экосистему киберспорта и готов во всем помогать. Epic Sports Events имеет огромный опыт международный в проведении больших турниров. Они прекрасно знают, что нужно делать для того или иного развития какой-то отрасли непосредственно в киберспорте. Поэтому выбор не заставил себя долго ждать. Мы согласились стать партнерами с ребятами из Epic Sports Events для того, чтобы они проводили все наши официальные события. Это бывшая Йота Арена, сейчас она называется VK Play Arena. Она была выбрана по 2 причинам. Первая причина — это потому, что нам захотелось чего-то новенького, то есть проводить мажоры на одной и той же арене как будто бы глупо. Соответственно, мы решили начать изучать рынок арен и пробовать проводить масштабные мероприятия на разных из них. Вторая же причина обусловлена тем, что организатор данного мажора — это Epic Sports Events, и у них в распоряжении как раз есть та самая VK Play Arena. Поэтому мы сегодня здесь и будем смотреть за мейджор. Увидели в игре огромный потенциал, это действительно показывает и цифры на трансляции, и количество людей, которые играют в отборочных этапах. У нас на каждый турнир в отборочных этапах участвуют десятки тысяч человек, это очень здорово. Бывает много трудностей, связано это в первую очередь с тем, что дисциплина мобильная, бывает, возникают некоторые с этим проблемы, но плюс мы открываем для себя что-то новое. Мобильный киберспорт для холдинга eSforce вещь новая. Мы стараемся. Но я думаю, что на финале мажора вы увидите все, на что мы способны, а в следующем году будет еще лучше. Для того, чтобы провести мейн-ивент, нам нужно понимать, что нам не нужен еще один мейджор. То есть нам нужно то событие, которое будет выделяться из абсолютно всех наших событий, которые мы проводили до этого. Потому что легко провести турнир и назвать его main event, но в первую очередь нам нужно сделать это ярко, пафосно и очень качественно. На данный момент мы просто не готовы к этому.